Так, всем привет. Начинаю вторую торговую сессию за день. Начинал сегодня я утром с баланса $147. Удалось первую торговую сессию закрыть в хороший такой профит. Так что сейчас я начинаю со 151. Риск на день у меня от изначального баланса от 147 $5, поэтому минимальное значение, куда я могу опуститься, это 142. Но уже такой, скажем так, как есть небольшой запас в профите. И думаю, что сегодня довольно-таки хороший день, и мы закроем и эту торговую сессию с прибылью. Также, если я сегодняшний день закрываю выше 150, то я завтра перехожу на новые риски. Сейчас у меня риск доллар 20, 1% от изначального депозита, а буду переходить на доллар 50. Так что вот так. Ни хрена себе вот здесь. Цена упала на часовике, мы все пробили. Так, я здесь открыл быстренькую позицию. Сейчас я постараюсь объяснить почему. Но, кстати, к сожалению, мне почему-то тут настройки стакана сменились, и он стал чуть меньше обычного. Так, что я здесь увидел? Так, сейчас 97. Take profit поставим. Так, я здесь зашел, потому что мы видим на часовике, что у нас в принципе нисходящий тренд, и мы пробили, скажем так, очередной минимум. И обычно после, скажем так, каждого вот такого пробоя цена отскакивала. Типа отскакивала и отскакивала. Как мне кажется, вот на вот таком, на вот этих вот свечах люди могут активно заходить и пытаться ловить вот такой отскок. И я ждал какого-то вот такого резкого импульсного движения, на котором мы сможем побрить тех, кто просто пытался зайти в лонг. Также все, кто здесь выше заходили в лонг, могли перезайти на резком импульсном движении. Мы поставили, сейчас закроюсь я, наверное, сам руками. Хочу закрыться за круглым числом, так как мы видим здесь большой объем. И, возможно, трейдеры попытаются от него, точнее за ним, спрятать свои стоп-лоссы. Те, кто заходили в лонг, могут попытаться за ним поставить свой стоп-лосс и, скажем так, немножко себя обезопасить. Поэтому на пробой вот этого объема я хотел закрыться. Хотя мой стандартный take profit 1%, он в принципе был достигнут, я мог его вот здесь уже закрыть, взять, но я подумал, что здесь можно взять чуть больше движения. Посмотрим, это была ли ошибка или нет, но думаю, все должно отыграть очень даже хорошо. Нужно только немножко подождать. Добавился на еще небольшую частичку, скажем так, потому что в принципе оно сейчас у нас подходит к стоп-лоссу, и я особо никакой большой риск в это не залаживаю. Если сейчас у нас немножко откатится вниз, я и подвину стоп-лосс, и останется у нас свой стандартный доллар 20. Но сейчас в моменте я рискую на доллар 40, чуть больше, чем мой стандартный стоп-лосс, но в принципе в пределах разумного. Так что вот здесь. А потенциально я хочу закрыться на пробой
Доллар 21 вот здесь. Мне нравится, что сейчас цена остановилась. И, в принципе, те, кто заходили вот сейчас на максимумах здесь, их уже выбило. Было процентное движение вниз. Ну, множество трейдеров, которые со стандартным стоп-лоссом в 1%, либо же вот за какой-то вот этот минимум ставили свои стоп-лоссы, их закрыло. И цена вот здесь остановилась, дая им возможность перезайти в лонг. Это также немаловажный фактор. Плюс сейчас есть возможность поставить короткий стоп-лосс и также зайти в лонг, буквально поставить очень малой частью, скажем так, и рисковать, и брать потенциально большие движения. Это все играет нам на руку, если трейдеры будут заходить в лонг в этой ситуации. Посмотрим, здесь будет ли импульс, либо же нет. Мне не нравится, что цена не за раз его пробила, вот этот объем. Возможно, для кого-то это даже плюс. Все, руками я закрылся. И не зря. Видели, вот какой импульс был вверх? Это довольно хорошо. Кстати, я ожидал больше импульса вниз, потому что на стопах мы могли пролететь вниз. Но в любом случае в этой сделке я взял хороший профит. Сейчас даже посмотрю, сколько. Стандартный мой профит $1.20. В этой сделке 2,8 взяли. Так что примерно 2 к 1 или даже чуть больше, 2,5 к 1 соотношение. Хорошая сделка. Следил я за многими монетами сейчас, но, к сожалению, большинство сценариев отменилось. Рынок довольно-таки приятно двигается, но, к сожалению, много монет пошли не по тому сценарию, который я хотел. И, наверное, на этом я буду эту торговую сессию заканчивать. Заключил я здесь одну или две сделки, я точно даже не уверен. Поэтому вроде как мы закрылись в профит. Давайте сейчас посмотрим. Да, начинала я со 151, сейчас 154. 154. Это, да, одна сделка, получается, у нас была. Закрылась у нас с хорошей прибылью. И на этом, наверное, буду заканчивать торговую сессию, потому что долго еще ждать, пока новые ситуации сформируются. У меня и так в день, уже за этот день хороший профит в процентном соотношении. Так что на этом буду заканчивать. Все, всем спасибо, кто посмотрел.